Добрый день, мои дорогие друзья! Вы на канале Астрология доступна каждому. Меня зовут Оксана Семенович, я автор, ведущий этого канала и ведический астролог. И это прогноз для козерогов на 2026 год. Мои дорогие козероги, для тех, кто смотрит видеопрогнозы на этом канале в первый раз, я бы хотела сделать небольшое отступление. Пожалуйста, не перематывайте. Как правильно смотреть эти прогнозы, чтобы они у вас работали? В первую очередь, эти прогнозы рассчитаны на восходящий знак, либо асцендент по ведической астрологии. И очень хорошо эти прогнозы работают по знаку зодиака Луны. А для того, чтобы узнать свой восходящий знак, либо асцендент, а также знак зодиака Луны, нужно перейти по ссылке, которая у вас сейчас появится в правом верхнем углу, и построить свой гороскоп. Это ссылка с видеоинструкцией о том, как построить свой гороскоп в ведическом стиле. Постройте, пожалуйста, свой гороскоп и узнайте свой восходящий знак, если вы знаете точное время своего рождения. Если точное время своего рождения не знаете, то постройте на то время, которое вам известно, и посмотрите, в каком знаке зодиака у вас находилась Луна в день вашего рождения. И для восходящего знака, для знака зодиака Луны, прогнозы прекрасно у вас будут работать. Если вы не хотите заморачиваться, переходить по ссылкам, разбираться, как там что строить, то в таком случае вы можете просто написать дату, время и место вашего рождения в комментариях под видео. Я за вас построю гороскоп и напишу, для какого знака зодиака вам смотреть прогноз. И в таком случае я вам гарантирую, что прогнозы для вас будут очень качественно работать. Ссылка будет также в описании в комментариях к этому видео. И в описании в комментариях к этому видео есть ссылка на мой сайт, где можно записаться на обучение по ведической астрологии. В феврале уже будет второй поток курса Чарадаша. Если вы астролог и хотели бы изучить Чарадашу, либо если вам нужно составление личного гороскопа, то в таком случае там тоже есть данные о том, как заказать гороскоп. Ну и теперь давайте говорить о том, что же ожидает козерогов в 2026 году. На этом экране, на этом слайде вы видите положение планет, больших планет Сатурна, Раху, Кету, Юпитера по состоянию на 1 января 2026 года. В этих прогнозах, в этих видео на год я обозреваю транзиты крупных планет. Я не учитываю транзиты таких планет, как Марс, Меркурий, Венера, потому что это ежемесячные транзиты, ежемесячные прогнозы. Я делаю на этом канале. В принципе, это тоже как бы очень хорошо работает, но то, что мы делаем ежемесячно, это наша рутина. И прогноз на год, он все-таки должен в себя включать те тенденции, которые глобально в нашей жизни присутствуют, куда мы направлены, какие у нас мысли, какие у нас области применения, что мы хотим сделать в первую очередь и над чем мы работаем. Значит, эта картинка, которая у нас будет на 1 января 2026 года, и она будет действовать до 1 июня 2026 года, она сформировалась еще в 2025 году, но не накануне. Накануне у нас пришел только Юпитер. Сатурн зашел в ваш третий дом гороскопа в начале 2025 года. И я начну вот этот обзор транзитов с Сатурна. Сатурн зашел в начале 2025 года, и до середины, до июня 2027 года Сатурн будет в вашем третьем доме гороскопа. 2027 год — это, опять же, не окончательный транзит Сатурна по третьему дому гороскопа, потому что будут еще периоды ретроградности, он будет в третий дом гороскопа возвращаться. Однако, что нам обещает транзит Сатурна в течение 2,5 лет по вашему третьему дому гороскопа? Сатурн — это планета отдаления, отстранения. Сатурн — это планета ограничений, труда, болезней тоже, препятствий, дисциплины. И она идет по третьему дому гороскопа, контактов, коммуникаций, документов, дружбы. И третьему дому братьев и сестер, хобби, навыков, коротких поездок. В принципе, транзит Сатурна по третьему дому гороскопа — это очень бюрократическое время.
очень период такой, когда нужно много работать над различными документами, собирать разные бумажки, собирать какие-то подтверждения, сертификаты, дипломы, возможно, переводить, возможно, еще что-то с ними сделать. Третий дом, дом документов. Сатурн — планета работы. И мы работаем над документом, над тем, чтобы собрать документы, переживаем за документы. Вот это вот тема по Сатурну в третьем доме гороскопа. Сатурн создает ограничения в круге общения. Может быть отдаление за эти 2,5 года от братьев и сестер, расставание с некоторыми друзьями, разлука с некоторыми друзьями. И Сатурн очень сильно сжимает наш ближний круг общения, очень сильно ограничивает наш ближний круг общения. Но именно ближний круг общения. Ближний круг общения — это соседи. То есть может быть такое, что вы жили в квартире, переехали в дом, и у вас не стало соседей. Ближний круг общения — это друзья, наши близкие друзья, которым мы можем доверить какие-то секреты, их может в нашей жизни стать резко меньше. Либо с ними появится дистанция, расстояние. И братья, сестры точно так же. Третий дом — это дом рук. Поэтому Сатурн может фокусировать на том, чтобы что-то делать руками, либо если вы, например, постоянно что-то делали руками, то в этот период вы можете почувствовать, что вот ну не хочу больше ничего делать руками, мастерить, какие-то хобби и все остальное. Хотя в любом случае какие-то навыки Сатурн дает. Сатурн дает необходимость учиться долго, упорно, но это на каких-то курсах, длительное обучение на курсах, длительное обучение, допустим, вот если вы решили пойти учиться водить автомобиль, то, кстати, автомобиль на права на вождение будет сдать сложно, допустим, быстро. И в целом, если вы водили автомобиль, вы в этот период можете, допустим, меньше начать водить автомобиль. То есть сокращение количества поездок тоже может быть по транзиту Сатурна по третьему дому гороскопа. Что важно понимать, что Сатурн — это управитель всего вашего гороскопа, самая главная для вас планета. И Сатурн идет по третьему дому собственных усилий. То есть вам нужно прилагать много усилий в эти 2,5 года для достижения каких-то ваших целей, для достижения каких-то ваших планов. И очень сильно себя дисциплинировать во многих вещах. Точно так же вы сами можете искать какие-то полезные контакты, искать какую-то полезную информацию, искать каких-то полезных людей, искать какие-то документы, может быть, какие-то подтверждающие документы, пытаться получить какие-то сертификаты. В целом тема бумаг, документов может быть интересна с точки зрения, допустим, инвестиций в ценные бумаги. И объединять, допустим, друзей пытаться каким-то образом точно так же, вразумить друзей, вразумить братьев, вразумить сестер, повлиять на братьев, на сестер, на друзей. То есть вы как будто бы сами пытаетесь в эту сферу жизни быть направлены, пытаетесь наладить, пытаетесь исправить что-то, пытаетесь какие-то контакты навязать и все в таком роде. Третий дом предпринимательский. Если у вас был бизнес до вхождения Сатурна в третий дом гороскопа, то, возможно, этот бизнес может замедлиться, рост бизнеса может замедлиться, и в этот транзит Сатурна по третьему дому гороскопа бизнес может быть также закрыт. И при этом, при том, что все равно вот есть какая-то тема отдаления, отстранения от бизнеса, какие-то проблемы с документами могут быть, либо необходимость вот эти вот документы собирать, при этом вам нужно вкладывать много сил и ресурсов в документы, в бизнес. Например, то есть если вы создаете бизнес, запускаете в этот период времени, то он может очень-очень плохо развиваться, очень-очень медленно развиваться.
Он может требовать большого количества вложений, большого количества ваших ресурсов, необходимости постоянного контроля с вашей стороны по ресурсам, необходимости постоянного такого проверки документов, проверки всего, что связано с этим делом. Если вы, допустим, какие-то документы собираете, оформляете, то точно так же этот сбор документов может требовать от вас постоянного вложения денег в то, чтобы эти документы оформить. То есть вам может быть необходимо просто постоянно докладывать эти деньги в какие-то контакты, документы, возможно, одалживать братьям, сестрам, друзьям точно так же деньги, вкладывать в братьев, сестер, друзей, помогать. Может быть, у них какой-то период жизни, когда нужна ваша помощь. Такое тоже может быть. Работать над тем, чтобы писать, работать над тем, чтобы развивать руки, работать над тем, чтобы развивать коммуникативные навыки, работать над тем, чтобы развивать социальные сети. Но опять же, повторюсь, вот это вот может быть очень сильное желание в это все, но при этом это все может очень медленно расти. И вам надо вот очень упорно над этим стараться. Потом Сатурн аспектирует 5-й дом гороскопа. И точно так же ваши собственные усилия, ваши все деньги направляются еще и в 5-й дом гороскопа, в дом детей, в дом творчества, в дом обучения, в дом романов, проектов, влюбленностей. Но и ограничения по Сатурну здесь присутствуют. То есть ограничения какого характера? Меньше развлечений, меньше участия в каких-то мероприятиях. Отдаление, может быть, какое-то отстранение от детей. Это когда дети становятся взрослее, это когда дети там вылетают из родительского гнезда. Все в таком роде. Может быть сложнее учиться. Если вы, например, учитесь, закрываются какие-то программы, закрываются какие-то курсы, и всё в таком духе. Аспект Сатурна на 5-й дом гороскопа в целом говорит о том, что мы собственных усилий много вкладываем все равно в детей и в какое-то творчество. Несмотря на то, что нам нужно прилагать очень много собственных усилий для развития каких-то навыков, все равно мы туда как бы очень сильно вкладываемся. Огромный интеллектуальный труд по транзиту Сатурна по 3-му дому гороскопа. Очень много умственной работы может быть в том числе. То есть меньше руками, больше мозгами. Сатурн у нас аспектирует 9-й дом гороскопа. 9-й дом гороскопа отвечает за власть, за отца, учителя, руководителя. И в этих сферах жизни тоже может быть такая полоса препятствий. То есть оформление различных бумажек, справок в госорганах, оно может идти такой пробуксировкой. А отношения с отцом, с учителем, с руководителем тоже может быть такой немножко с пробуксировкой. Но это же и наша концентрация, то есть над чем мы работаем, чего в нашей жизни очень много, и может быть даже чересчур, когда мы очень сильно хотим с этим разобраться. И Сатурн аспектирует 12-й дом гороскопа, как управитель дома денег и управитель 1-го дома гороскопа. Говорит о том, что денег может быть много именно точно так же трат, расходов, которые вкладываются в творчество, в хобби, в документы, в других людей, в детей, в учебу и все в таком роде. Но и может быть желание переехать. Но это не факт, что вы переезжаете. Желание переехать по транзиту Сатурна по 3-му дому гороскопа может присутствовать. Хотя Сатурн аспектирует 12-й дом гороскопа, все-таки он может давать какое-то ограничение по перемещениям, по перемещением из города в город, из страны в страну. То есть переехать, когда Сатурн шел по 2-му дому гороскопа, многие козероги могли переехать, так как Сатурн аспектировал 4-й дом гороскопа. Переехать здесь у нас ограничения какие-то, может быть, мы не очень довольны тем, что мы сюда переехали, и хотелось бы переехать сюда, но Сатурн закрывает наши возможности, нашу как бы такую возможность легко перемещаться. Может быть, нужно ездить только по делам, либо по работе, либо каким-то таким вот вынужденным обстоятельствам.
А переехать, если вы планируете переехать, если вы хотите переехать, то это будет тогда, когда Сатурн у нас уже пойдет здесь. Тогда уже будет проще куда-то переехать. Сатурн будет нас склонять, кстати, тут вкладывать деньги в недвижимость, транспорт, покупать что-то и тогда уже переезжать. Но пока что Сатурн может давать вот это вот желание переехать, но со скрипом вот это вот все происходит. Следующее — это Раху во втором, Кету в шестом доме гороскопа. И Раху во втором доме гороскопа может давать много иностранного языка в вашей жизни, много общения с иностранцами, много говорения на иностранном языке и необходимость практиковать, но и много желания заработать деньги, и много каких-то, может быть, идей, связанных с тем, как заработать, но и турбулентность в сфере денег. И турбулентность это в сфере денег, в том числе потому, что денег много уходит в третий дом гороскопа. Хотя все равно, что бы я здесь ни говорила, нужно сделать маленькую ремарку. Для Сатурна третий дом гороскопа на самом деле хорош. Это дом роста. И чем больше вы вкладываете сил в этот третий дом гороскопа, тем лучше результат. То есть он со временем дает хорошие результаты. Сатурн в третьем доме гороскопа. Много собственных усилий, но эти собственные усилия в конце концов приводят к результату. Раху во втором доме гороскопа может давать, помимо того, что вы можете говорить много на иностранном языке, практиковать иностранный язык, он может давать какую-то иностранную семью. Что это значит? Иностранная семья — это когда, например, женщина выходит замуж, либо мужчина женится, у него появляется новая семья. И эта семья условно такая приемная. Иностранная семья — это когда мы, допустим, переезжаем куда-то точно так же и ну, познакомились с какой-то семьей, и эта семья взяла нас под свою опеку, приглашает нас везде, и вы чувствуете себя там как член семьи, но все-таки эта семья чужая. Раху во втором доме гороскопа может давать доход от тем, связанных с Раху, то есть это иллюзия, это радио, кто-то из козерогов может даже выступать на радио, это нефтехимическая промышленность — это все искусственное, это IT-технологии, это какие-то сферы опасностей, кризиса. В дикие животные у нас по Раху проходят. Это все, что связано с такими высокими технологиями, космос, будущее, все в таком роде. То есть вполне возможно, что козероги могут осваивать новые навыки, связанные с искусственным интеллектом, и благодаря этому зарабатывать. Но Раху, конечно, из этого положения вносит большую турбулентность в работе. Много может быть спорных вопросов, когда, допустим, наше желание заработать может нас толкать на какие-то мошеннические схемы, и мы неизбежно, если мы будем в эти мошеннические схемы вовлекаться, мы неизбежно будем сталкиваться с такими вещами, как разборки различные, долги, кредиты и все в таком роде. То есть, если у вас есть, ну, будет такая история, когда вы вот думаете, вот влезу вот я сюда и подзаработаю по-тихому, то лучше не надо, лучше не пытаться в такие вещи влазить, потому что в любом случае вы окажетесь крайним. Помимо этого, шестой дом — это дом судов, кредитов, спорта, режима дня, рутины. И Раху аспектом на шестой дом гороскопа нарушает привычный образ жизни, нарушает наше расписание, вносит препятствия в работу. Ну, препятствия какого характера? Если было все четко по расписанию, по полочкам, по табличкам, по графику, то здесь у нас начинается какая-то турбулентность. Сегодня так, завтра так. У нас Раху вместе с Юпитером очень сильно меняют что-то в работе до 1 июня 2026 года, но про Юпитер я еще буду рассказывать. И Раху в аспекте на 10-й дом гороскопа может еще давать желание получения статуса в иностранном государстве каким-то образом. Получение статуса в иностранном государстве. Получение статуса, связанного с чем-то иностранным. Но опять же, и работа, связанная с радио, с высокими технологиями, с IT, с авиацией какой-нибудь, с химией, с чем-нибудь таким по Раху тоже может быть.
Кету в 8 доме гороскопа, в принципе, может скрывать доход ваших партнеров, делать доход партнера каким-то тайным, каким-то нелегальным даже в том числе. Либо партнер может меньше зарабатывать, чем обычно, но Кету это очень такая планета у нас странненькая, и иногда Кету дает невероятные результаты, то есть какое-то неожиданное богатство может быть, неожиданные большие выплаты. Что-то в этом роде тоже Кету может давать. Но в целом Кету в 8 доме гороскопа может давать даже такое отстранение, ограничение вот этого вот интереса к чему-то тайному, интереса к чему-то необычному. Хотя все равно Кету, как планета духовности, по 8 дому может давать и большой интерес к астрологии, погружение в какие-то исследования. В принципе, Раху во 2 доме гороскопа может означать, что мы не получаем от партнера достаточно ресурсов, которых мы хотели бы получать. И поэтому мы очень хотим сами больше заработать, сами больше денег получить. Раху во 2 доме гороскопа может давать желание лечения, или заняться здоровьем зубов, зрения, щитовидная железа всегда под вопросом, когда Раху идет по 2 дому гороскопа. Нас как будто бы прорывает, нам нужно много говорить, когда Раху идет по 2 дому гороскопа. Либо много невысказанных эмоций, которые нам хочется высказать, а Раху не дает, потому что Раху — это иностранец. Мы можем даже почувствовать, что наша речь в какой-то момент становится сбивчивой, какой-то непонятной. Юпитер идет по 6 дому гороскопа с 1 января по 1 июня 2026 года, но это не первый раз, когда Юпитер идет по 6 дому гороскопа. Юпитер по 6 дому гороскопа шел у нас с начала 2025 года по октябрь 2025 года, и это второй раз Юпитер заходит в ваш 6 дом гороскопа. Сейчас время, может быть, доделать то, чем вы занимались в первой половине 2025 года до октября. Возможно, повторные какие-то истории, которые вы можете вспомнить, чем вы были заняты в этот период времени. И эти повторные истории могут быть связаны с документами, с поездками. Эти истории могут быть связаны с получением статуса, с переменами в работе. Эти истории могут быть связаны со спорными вопросами, с долговыми обязательствами, с кредитными обязательствами, со спортом то в том числе. Вообще транзит Юпитера по 6 дому гороскопа — это транзит такой очень спортивный, на то, чтобы заниматься активно спортом. Очень много собственных усилий, работа над своими силами, работа над своей силой. Чем больше вкладываем, тем больше мы получаем. Тут не только навыки, то есть вы как будто бы прокачиваете себя, становитесь таким, знаете, суперменом. Транзит Юпитера по 6 дому гороскопа также. Вот 3 дом — это у нас дом документов, которым управляет Юпитер, а 6 дом — это дом споров. То есть решение каких-то спорных вопросов по документам. Либо писать что-то, писать, подавать какие-то документы в суды, в кредитные организации, в милицию, в поликлинику, в еще какие-то вот организации подобного характера, ветеринарные службы, то есть в разные инстанции писать письма. Помимо этого, 3 дом — дом документов, 6 дом — это дом работы, это получение различных сертификатов, различных корочек, связанных с вашими навыками. То есть проходить, допустим, даже обучение, например, пойти получать какую-то новую профессию, пойти на курсы вождения, пойти на курсы маникюра, пойти на курсы по вышиванию, на курсы IT тоже. И получать от этого профессионально новую профессию, то есть изучение новой профессии по транзиту Юпитера по 6 дому гороскопа. И вот в этом положении с 1 января до 1 июня очень много работы, либо очень много поиска работы. То есть 3 дом — это еще и информация, и мы можем рассылать резюме, мы можем искать работу, мы можем искать помощников себе каких-то. Это такие транзиты на то, чтобы активненько вот заниматься
поиском чего-то, либо вовлекаться во что-то, связанное с работой, с кредитами, может быть, искать какие-то подходящие ставки по ипотекам, подходящие кредиты, с судами, да, может быть, какое-то судебное дело, с здоровьем тоже, может быть, искать какого-то хорошего врача, может быть, искать какого-то хорошего специалиста, и все в таком роде. Юпитер у нас управляет 12-м домом гороскопа. Управитель 12-го дома в 6-м. Это такой транзит на то, чтобы ездить по работе, ездить по... Ну, кстати, у кого-то из козерогов может быть и окончание работы, и поэтому смена работы. Тут есть такая история, что козероги могут поменять работу, когда Юпитер будет идти. Ну, может быть, вы, допустим, поменяли работу, когда Юпитер шел в первой половине 2025 года, и можете поменять еще раз работу, когда Юпитер будет идти по вашему 6-му дому гороскопа, вот с января 26 по июнь 26. Ну, это такая тенденция, что, допустим, работа переезжает. И нужно принимать решение, переезжать вам вместе с этой работой, либо не переезжать. Либо работа, как бы какие-то внешние силы могут влиять на вашу работу, на вашу занятость. То есть не по вашей воле вы там заканчиваете работать. Если у вас было такое в начале 2025 года, то такое может повториться и в начале 2026 года. Но это как бы уже завершающий этап. И подача документов на получение статуса, на изменение какого-то статуса. Потому что Юпитер, как управитель 3-го дома, аспектирует 10-й дом гороскопа. Но это может быть либо с помощью каких-то помощников, либо с помощью там каких-то кредитных организаций, судебных организаций, врачебных каких-то организаций. То есть получить статус через какую-то комиссию, через каких-то помогаторов, либо что-то в этом роде. В этом промежутке времени будут 2 затмения. Солнечное затмение во 2-м доме гороскопа будет 17 февраля 2026 года. Ну вот для козерогов, которые, например, ищут работу, это солнечное затмение может давать перемены в работе, может давать новую работу. Также солнечное затмение во 2-м доме гороскопа может означать изменение в уровне оплаты труда, получение какого-то дохода, либо вот появление какой-то иностранной семьи. Но про солнечное лунное затмение я всегда снимаю отдельное видео. Здесь я очень сильно подробно останавливаться не буду, так как это все равно результаты затмений зависят еще от того, результаты именно с той точки зрения, насколько сильно вас оно затронет. Все зависит от того, как расположены планеты в вашем гороскопе, как затмение будет проходить в вашем гороскопе. Поэтому в целом я бы сказала, что можно для себя отметить, что если вы там ищете работу, допустим, то будет какой-то результат во 2-м доме гороскопа в районе 17 февраля и плюс полгода. Также какие-то разрешения могут быть по затмению во 2-м доме гороскопа, как и по затмению лунному в 8-м доме гороскопа. Может быть разрешение каких-то старых вопросов, зависших вопросов, которые вы не знали, как решаться, которые вы долго ждали какого-то решения, какого-то ответа и все в таком роде. Но можно сказать, что первая половина 2026 года это год большой такой рутины, ограничения в контактах, нежелание ни с кем общаться, но саморазвитие, поиска каких-то для себя возможностей, развития навыков, работы над собой, как бы фокус на себя, я бы сказала так. Предпринимательские какие-то инициативы, собственные усилия, что-то писать, что-то мастерить, что-то делать, что-то развивать. Не внешняя активность, а активность такая, как будто бы вы сконцентрированы на каких-то своих личных задачах. С 1 июня 2026 года по 31 октября 2026 года картинка немножко поменяется. Юпитер зайдет в ваш 7-й дом гороскопа до 31 октября. И вот этот транзит Юпитера, он в целом тоже не первый раз. Юпитер уже был в вашем 7-м доме гороскопа, доме брака, партнерства, личной жизни. Он был с октября 2025 года по 5 декабря 2025 года. То есть он заходил уже первый раз в ваш 7-й дом гороскопа, и тоже можно было бы вспомнить, что было в тот период времени, особенно в сфере документов, в сфере партнерства, отношений с другими людьми, брака, и что было
может быть нерешенным, либо что было решено внезапно, что вы получили тот результат, который вы хотели, либо который вы не очень хотели, потому что здесь, может быть, у вас есть возможность переделать, либо придется сделать еще раз что-то, либо заново, такие же тенденции повторятся. Какие это тенденции? Во-первых, это тенденция на разлуку в партнерстве. То есть, например, муж уезжает работать в другую страну, либо муж уезжает работать в другой город, либо у мужа там частые командировки, либо у жены точно так же. Но если вы не в отношениях, то вы могли познакомиться где-то в путешествии, в дальней поездке, либо, может быть, вы были на расстоянии с партнером, когда вы должны были ездить друг к другу из одного города в другой, из одной страны в другую. Если вы, допустим, планировали какой-то бизнес, если вы на тот период хотели открыть какой-то бизнес, то, может быть, у вас появились какие-то иностранные партнеры, а потом они исчезли, и сейчас они могут появиться еще раз. Какие-то предложения, может быть, по партнерству из другого города, из другой страны. И эти предложения, например, заглохли на какой-то период времени, то они могут возобновиться, эти предложения. Юпитер управляет третьим домом документов, хобби, братьев и сестер, друзей. И идя по седьмому дому гороскопа, создает комбинацию на заключение каких-то соглашений, на какие-то договоренности с другими людьми, с которыми вы можете быть в одной команде, работать в одной команде. То есть предложение о сотрудничестве, заключение какого-то контракта. Это может быть и контракт именно брачный, это может быть контракт на сотрудничество. Если вы предприниматель, то у вас может появиться какой-то крупный партнер, какой-то клиент. Это хороший транзит на сарафанное радио, потому что в целом соцсети могут расти не очень быстро, если вы их ведете, но сарафанное радио при этом вот в таком транзите может принести вам хороших крупных клиентов, хороших партнеров. Для некоторых козерогов это тенденция на то, чтобы начать отношения с кем-то из своих друзей, либо с кем-то из своих одноклассников. Тоже такое может быть у козерогов, то есть люди, с которыми вы уже давно знакомы были, и вы, например, не в отношениях, вы так присматриваетесь, оп, а этот человек очень даже ничего, мой надежный друг, а по факту может быть и не очень друг, по факту может быть он и какой-то для меня человек, который мне на самом деле близок. Юпитер из этого положения будет смягчать, облегчать и помогать решать вопросы, связанные с документами, связанные с контактами, коммуникациями, с развитием ваших навыков, хобби, с друзьями. То есть если какое-то отдаление от друзей, то в этот период может быть возобновление отношений, на какой-то период времени встретиться, может быть на какой-то период времени улучшится отношения, что-то в этом роде. То есть Юпитер будет смягчать такое ограничивающее действие Сатурна в третьем доме гороскопа. Ну и, допустим, если есть бизнес, то бизнес какой-то и зарубежный может быть, заграничный, либо в другом городе, в другой стране может в этот период открываться, либо закрываться. То есть переоформление бизнеса, точно так же переоформление документов в другом городе, в другой стране, точно так же по Юпитеру может быть. Но, опять же, эта тенденция у нас ненадолго. Юпитер повторно заходит, но он еще раз зайдет в ваш седьмой дом гороскопа. Я буду рассказывать, когда. В этом промежутке времени 12 августа у нас будет солнечное затмение в вашем седьмом доме гороскопа. То есть как раз в районе солнечного затмения могут быть события, связанные с партнерством, браком, личной жизнью, регистрация, например, отношений, либо, например, регистрация партнерского бизнеса, либо регистрация какого-то партнерского соглашения, договоренность какая-то, что-то в этом роде. И 28 августа 2026 года будет лунное затмение в вашем втором доме гороскопа, которое опять повторно может решать какие-то запутанные сложные вопросы. И лунное затмение, которое может дать новый источник дохода, который может поменять как-то источники дохода, поменять что-то в работе, новая работа, может быть новый источник дохода. Следующий транзит у нас ненадолго. С 31 октября по 25 ноября 2026 года я выделила это в отдельный кусочек, потому что в вашем восьмом доме гороскопа соединятся Кету и Юпитер. Юпитер зайдет в ваш восьмой дом гороскопа, а Кету здесь еще будет находиться. И опять
эта история такая, то есть меньше месяца тенденция, но эта тенденция меньше месяца, она будет касаться ваших документов, она будет касаться ваших поездок, переездов, и поэтому, может быть, для себя даже этот период как-то стоит выделить и быть внимательнее в документах, в контактах, в коммуникациях, в переписках, в общении, потому что могут быть какие-то странности в документах. Документ вроде бы я оформлял, куда его положил, не помню. Могут быть какие-то такие вещи. И с одной стороны, Кету просто это планета, которая все скрывает, какие-то скрытные поездки, какие-то скрытые переписки, тайные переписки, то, что вы можете что-то прятать, скрывать от всех, какую-то новость можете другим не рассказывать. Либо как-то тихонечко переехать так, чтобы никто не знал, не слышал, тихо продать машину, тихо продать квартиру, вот что-то в этом роде. То есть Кету будет что-то скрывать, связанное с вашими контактами, коммуникациями, с вашими документами и с вашими поездками в том числе. Но это ненадолго. С 31 октября 2026 года Юпитер у нас до февраля 2027 года будет в вашем 8-м доме гороскопа, а Раху и Кету на 1,5 года переходят в ваш 1-й и 7-й дом гороскопа соответственно. То есть две новых тенденции у нас. Здесь у меня написано до 31 декабря, но это просто потому, что я обозреваю год. А по факту Юпитер с 31 октября будет в вашем 8-м доме гороскопа до февраля, а Раху и Кету будут на оси 1-7 дома гороскопа на 1,5 года, с 25 ноября 2026 года на 1,5 года. И что важно понимать, я сейчас начну с Юпитера, потому что, чтобы вы для себя понимали, что все, что происходит 25, 26, 27 год, оно все очень турбулентно, очень зыбко, очень трудно планируемо, прогнозируемо, и все, что мы планируем, прогнозируем, оно все может меняться много раз. И даже если у вас что-то с первого раза не получается, все равно нужно делать несколько попыток, все равно нужно для себя ставить такую цель, что ну попробую еще раз чуть-чуть попозже, потому что у нас Юпитер это спонсор нестабильности на ближайшие 3 года. То есть 25 уже прошел, 26, 27 год это тоже такие 2 года, которые будут крайне нестабильными, и у нас будет очень много планов меняться. У каждого знака зодиака планы будут меняться в своей сфере жизни, и про каждого я рассказываю, но планы будут постоянно меняться, и мы сегодня не будем знать, что мы будем делать завтра. Значит, почему такая турбулентность, такая нестабильность? Около года у нас период нахождения Юпитера в одном знаке зодиака. И чаще всего так и бывает. Около года Юпитер шел по вашему 5-му дому гороскопа по знаку зодиака Телец, по дому гороскопа, который отвечает за детей, творчество, влюбленности, романы, развлечения. И, в принципе, это очень даже неплохо, когда мы можем развлекаться, когда мы можем учиться, когда мы можем даже рожать детей, посещать какие-то мероприятия и все в таком роде. Потом, в начале 2025 года Юпитер зашел в ваш 6-й дом гороскопа, и для вас в целом неплохо, что он быстро его проскочил, потому что 6-й дом это дом рутины, дом препятствий, дом врагов, долгов, болезней. Юпитер проскочил, в принципе, ваш 6-й дом гороскопа. До октября он был в 6-м доме гороскопа, и с октября по декабрь зашел в ваш 7-й дом гороскопа. 7-й дом это дом партнерства. И здесь у нас хорошая комбинация на заключение каких-то соглашений, договоренностей, на то, чтобы знакомиться, общаться, на то, чтобы опять погрузиться в какую-то социализацию, то есть больше людей в нашей жизни, больше общения. Но, опять же, только мы здесь начали с кем-то общаться, с кем-то ударили по рукам, о чем-то договорились, Юпитер раз и выскакивает обратно в ваш 6-й дом гороскопа. То есть с декабря 2025 года по июнь 2026 года Юпитер возвращается в ваш 6-й дом гороскопа. Опять расширяет вот это вот количество рутины, количество дел, связанных там с медицинскими вопросами, с кредитными вопросами, с судебными вопросами, с налоговыми, страховками какими-то, с банковскими вопросами, с милицией у кого-то, со спортом, вот такими вот всеми самыми неприятными делами, которые, ну, хочешь не хочешь, надо делать.
сюда зашел. То есть тут мы не успели даже толком насладиться этим результатом, Юпитер опять вернулся. Но получается, что он вернулся до июня, с июня по октябрь он опять возвращается в ваш 7-й дом гороскопа. И опять давайте с июня по октябрь возвращаемся к тем контактам, опять начинаем с людьми общаться, опять начинаем выходить в свет, опять начинаем строить планы по личной жизни. Не успели мы тут опять построить, как Юпитер у нас заходит в 8-й дом гороскопа. Опять все обрывается, опять другие планы, опять другие цели, опять другие какие-то задачи. И Юпитер заходит в 8-й дом гороскопа в 31 октября 2026 года, а в феврале 2027 года опять возвращается в 7-й дом. То есть 7-й дом гороскопа — это дом гороскопа, который Юпитер посетит 3 раза. Потом он опять вернется в 27 году в ваш 8-й дом гороскопа и уже тут потопает дальше. Но смысл такой, что вот этот вот дом гороскопа, партнерства, брака, личной жизни, дом команд, дом тех людей, с которыми мы в связке взаимодействуем для достижения какой-то цели. Это коллеги по работе, это муж, жена, это коллеги по команде. Если вы спортсмен, то это ваша команда, в которой вы состоите, которая может то формироваться, то расформировываться. И вот такая турбулентность. Муж то есть дома, то мужа нету дома. Или, допустим, только договорились, партнер нашелся, инвестор какой-то нашелся, раз опять исчез. И вот эта вот сфера жизни, она будет больше всего турбулентна, как и больше всего будет турбулентная сфера документов. Сегодня у нас с документами ок, мы делаем документы там на это, потом у нас документы вот с этим связаны, потом с этим связаны, нужно будет переделать через вот это вот. То есть то, что я сейчас вам рассказываю про Юпитер, про вот эту вот тенденцию, она, в принципе, эта тенденция будет, ну, опять же, ненадолго, а с октября по февраль 27 года. Значит, Юпитер в вашем 8-м доме гороскопа. То есть не факт, что то, что вы задумаете здесь, что оно прям исполнится в полной мере, что, возможно, у вас только будут намеки на это, а окончательная реализация может быть в 27 году. О чем говорит Юпитер? Первая тенденция. Юпитер в 8-м доме гороскопа как управитель 3-го дома документов, дом хобби, дом братьев-сестер, дом бизнеса, дом предпринимательства, дом ваших навыков. В 8-м доме гороскопа Юпитер говорит о том, что могут обрываться, во-первых, какие-то переписки, какие-то контакты. Договаривались с кем-то, долго шли переговоры о чем-то, раз и человек пропал из поля зрения и перестал выходить на связь. Либо могут быть переписки тайные, когда ваши контакты, коммуникации уходят в подполье, и вы никому не говорите, что вы там с кем-то о чем-то ведете переговоры, с кем-то договариваетесь. Также то, что какие-то новости приводят к срочным переездам, приводят к срочным поездкам, приводят к срочной продаже квартиры, транспорта, земли, к таким вот кардинальным переменам. То, что вы можете планировать одно, а получаете какую-то информацию, получается что-то совершенно другое. Юпитер, как управитель 3-го дома в 8-м доме гороскопа, может давать такое резкое окончание каких-то курсов, резкий выход из каких-то сообществ, из соцсетей, резко просто вели соцсети. Тут Сатурн у нас в 3-м доме гороскопа, бились как рыба об лед, пытались там что-то развить, что-то добиться, у вас не получилось, вы раз резко в один день все просто ломаете, выходите, блокируете, не хотите больше этим заниматься. Но опять же, не спешите, да, потому что Юпитер отсюда еще вернется в ваш 7-й дом гороскопа и даст вам возможность, да, немножко подрасти. То есть такие тенденции на то, чтобы собственными руками все просто заканчивать, все обрывать, своими собственными руками принимать. Вот у вас будет, скорее всего, судя по этим транзитам, такая, знаете, необдуманность в действиях. Вы можете как-то очень импульсивно действовать, например, там резкое слово кому-то сказать, резко вдруг раз и закончить с кем-то общаться, резко взять и откуда-то выйти из какого-то сообщества, в которое вам и так было не просто попасть. То есть какие-то необдуманные действия, необдуманные поступки могут быть, какая-то резкость, импульсивность.
И эта резкость, импульсивность может быть еще даже, знаете, какая там, выиграли в грин-карту точно так же, выиграли в какую-то лотерею и куда-то поехали, срочно подорвались, сорвались. То есть что-то произойдет, что резко поменяет ваши планы. Быстро что-то произойдет, что поменяет ваши планы. Восьмой дом гороскопа — это еще и дом чужих денег, поэтому в этот период может быть так, что ваш партнер станет лучше намного зарабатывать, потому что здесь был Кету. Кету уходит из восьмого дома, дома денег вашего партнера, а заходит Юпитер. Партнер начинает много зарабатывать, это напрямую отражается на наших доходах, на нашем доме денег, и поэтому вы, может быть, какие-то там резкие принимаете решения, связанные с тем, что вдруг у вас какие-то возможности появились или что-то в этом роде. Раху и Кету в первом и седьмом домах гороскопа. Значит, первый дом гороскопа — это мы сами. Я, мое тело, моя внешность, моя репутация, мой имидж, мой статус. Раху заходит в первый дом гороскопа. Раху — планета иллюзий, планета раздувания, сильных желаний. И эта планета будет идти по нашему первому дому гороскопа. И, кстати, это очень писательские транзиты. Козероги прям очень могут удариться в писательство. Но опять же, это может быть такое писательство. Знаете, я представляю Козерога, который сидит, пишет, потом рвет рукописи, потом опять пишет. То есть может быть такое, что у вас откроется писательский очень серьезный талант, и вы прям можете очень много писать. Но Раху в первом доме гороскопа — это перетягивание одеяла на себя. Мы становимся эгоистичными, мы требуем к себе много внимания, мы, может быть, где-то на виду, мы, может быть, где-то вовлекаемся в самих себя, то есть все внимание самим себе. И этот транзит, он может выражаться даже в том, что мы очень сильно хотим что-то поменять в своей внешности. Пирсинги, татуировки, какие-то кардинальные перемены внешности. Как будто бы вы вот просыпаетесь и хотите что-то сделать для себя, сделать с собой, либо наконец-то уделить время себе, своим каким-то хобби, развлечениям, чему-то такому. Раху в первом доме гороскопа аспектирует 5-й, 9-й дома гороскопа, поэтому он может давать желание, опять же, хочу ребенка, хочу наконец начать там на какие-то концерты, выставки, мероприятия ходить, хочу развлекаться, хочу гулять, хочу влюбляться, хочу что-то еще такое делать. И, естественно, в противовес Раху по седьмому дому гороскопа, по дому партнерства, брака и личной жизни идет Кету, планета отстранения, отрезания. И Кету в седьмом доме гороскопа может давать дистанцию с партнерами. Но эта дистанция, она не всегда проявляется как разлука. Эта дистанция может проявляться в том, что один занят своими делами, второй занят своими делами. То есть, в принципе, эти транзиты на то, чтобы договориться, что у каждого есть время на свои хобби. Но у вас может быть еще такое, что вы очень сильно хотите, вот вы очень сильно хотите, чтобы все внимание было вам, чтобы у вас было свободное время, чтобы вы могли сами себе уделять внимание, чтобы у вас было время на хобби, на развлечения, на ваши хотелки. А партнер может вас к себе привязывать и говорить: ну почему тебя никогда нет дома, ну почему ты так мало уделяешь мне внимания, ну побудь со мной, ну посиди со мной, ну удели мне внимание. То есть партнер как будто бы начинает вас тоже немножко к себе привязывать, либо требовать вашего внимания, чтобы вы ему уделяли. А вы в этот момент сопротивляетесь и говорите: ну я достаточно и так уделяю, или я достаточно и так уделяла, или уделяла, а теперь я хочу все внимание направить на себя. И вот может быть в партнерстве может начаться такая качеля, именно связанная с тем, кто сколько друг другу дает любви, тепла, поддержки, заботы, ресурсов и выяснения на этой почве отношений. Что нужно исправить? Но вы тоже имейте в виду, потому что могут быть такие качели,
И тоже уж сильно не становитесь эгоистичными. Хотя в целом транзит Кету по 7-му дому гороскопа — это еще один транзит на чистку окружения, кардинальную чистку окружения. И если вот не про личную жизнь говорить, то это и в командах, в каких-то коллективах, выходить из каких-то команд, коллективов, из рабочих, из других команд, как будто бы вот Сатурн и Кету ограничивают количество людей в вашей жизни. И если Сатурн — это вот такие вот друзья, братья, сестры, соседи, то Кету — это команды. И единственный дом гороскопа, который остается у нас чистым от влияния вот этих ограничивающих планет, Сатурна и Кету, и дом гороскопа, который связан с тоже с общением, это 11-й дом гороскопа. И вы как будто бы отстраняетесь от всех людей, которые наиболее близкие для вас и с которыми у вас есть общие цели и планы, но при этом вовлекаетесь в какие-то общественные дела, в какие-то коллективы, такие, знаете, как партия, вступить в какую-то партию политическую, либо вступить в какую-то глобальную организацию, в какую-то организацию, которая делает, решает вопросы на международном уровне. То есть поехать волонтером в Африку, например, да, у вас может такая быть идея, что-то сделать глобальное. Вот это единственный дом гороскопа, который у вас свободен от влияния вот этих вредителей. То есть там, где у вас общение продолжается, общение живое, общение какое-то не заблокированное ничем, где вы можете еще вот продолжать действовать. Потому что вот от этих людей вы как будто бы отстраняетесь. А это может быть почему? Потому что вы вовлечены в другие совершенно дела. Вот такая вот складывается картинка, что как будто бы вы больше уделяете каким-то глобальным, общечеловеческим, может быть, вещам, а не личным отношениям, построению личных отношений. То есть для большого количества людей, для больших групп людей вы будете, скорее всего, что-то делать. То есть больше для большого количества людей, для больших групп людей ваша энергия будет действовать направленно на это. Ну и при этом и на себя точно так же, потому что Раху в 1-м доме гороскопа, он еще и про себя, про то, чтобы себя прокачивать, про то, чтобы мы как будто бы становимся иностранцами. И вот еще эти транзиты, кстати говоря, Раху в 1-м доме гороскопа и Юпитер в 8-м доме гороскопа, они могут давать вам очень серьезную такую тягу к риску. И Козероги в целом — это знак зодиака такой, который склонен к тому, чтобы увлекаться такими вот вещами, как выносливость, походы в горы, испытание себя в каких-то суровых условиях. И здесь, в общем-то, такие транзиты, что я бы сказала, что некоторые козероги вот прям реально захотят еще больше себя испытывать. Юпитер идет по 8-му дому гороскопа, он расширяет вот эти вот интерес к темам экстрима. И Раху в 1-м доме гороскопа, он тоже обычно дает такое много интереса к темам экстрима, к темам такого риска, плюс Сатурн в 3-м доме собственных усилий. То есть мне кажется, козероги очень сильно такое пойдут в какие-то свои такие хобби. Даже для девочек это будут хобби более мужского характера. Ну и такие желания, они, в общем-то, очень ложатся на эти транзиты, что вы можете очень сильно хотеть, может быть, славы, какой-то известности, какой-то заметности. То есть как будто бы, когда Раху идет в 1-м доме гороскопа, мы как будто бы так можем встрепенуться и ага, я же хотел всегда там вот это делать, вот это делать, вот это делать. Как будто бы мы возвращаемся к своим каким-то мечтам, к своим каким-то нереализованным целям. И здесь очень такие несколько важных тенденций для козерогов, что вот очень сильно вас будет тянуть. Я не говорю, что это хорошо или плохо, да, потому что просто я констатирую факт. Писательство, полеты, полеты на разных видах транспорта, но полеты тоже могут быть то, что вас очень сильно интересовать может. Потом вас очень сильно могут интересовать такие экстремальные виды спорта, походы в горы, все в таком роде.
Потом по этим же транзитам я бы сказала, что вас может интересовать очень сильно фотография или что-то тоже связанное именно с фотографированием, художественные какие-то навыки рисования, что-то эстетичное, тоже эстетичный вкус какой-то может проснуться, и вы это все будете прокачивать, потому что у вас очень серьезные транзиты на прокачку своих навыков, на развитие своих навыков. В общем, так, мои дорогие козероги, такой у нас с вами был прогноз на 2026 год для вас. Я благодарю вас за поддержку этого канала, за то, что вы пишете комментарии. Пожалуйста, не забывайте ставить лайки, они очень помогают продвижению и развитию канала. Ну и если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться. И до новых встреч. Пока-пока.